Всем привет, дорогие друзья! Вещает и транслирует Хакман, вы на канале Хакман Games. Сегодня мы попробуем поиграть в Industry Giant 4.0 или Промышленный гигант 4.0. Когда-то давно я играл в игру под названием Промышленный гигант 2, она мне очень понравилась. Я как бы начал ее проходить, но застрял на одной из миссий. Вот, потом подробнее расскажу. И вот неожиданно узнал, что вышло продолжение этой игры. Свежее, только вот недавно она вышла. Попробуем в нее поиграть, посмотрим, как все изменилось. Что ж, поехали. Новая игра. Так. Урок первый, основы строительства. Ну давайте, наверное, начнем, потому что ну, все может быть. Скорее всего, много чего поменялось. И с первого раза, наверное, вряд ли мы разберемся. Посмотрим. Так, добро пожаловать в режим обучения. Текущие задачи всегда отображаются в окне левой части экрана. Вы видите город Рудельфинг. Первоначально в таких небольших городах есть лишь ограниченный спрос на небольшое число товаров. Сначала давайте узнаем о потребностях жителей Рудельфинга. Так, потребности. Размер города 75. Уровень обеспечения 0. Значит, спрос. Как вы можете видеть, жителям Рудольфинга нужны неупакованные фрукты и древесные опилки. Начнем с организации производства неупакованных фруктов. Первым делом вам нужно построить сельскохозяйственную ферму. Так, бакалейные товары, неспособные фрукты, магазин оборудования, древесные опилки. Ага. Так, а помогает нам сегодня энергетический напиток Hot Cut, Kiwi Фейхуа. Позитив Energy Drink. Я уже такой пил несколько раз, поэтому ничего говорить не буду. Достаточно приятный напиток. Так. Итак, основать сельскохозяйственную ферму, построить, откройте вкладку промышленный, щелкнув на кран, одноименной кнопки зажав C. Так, зажав C, кран. Сельскохозяйственная ферма. Время строительства 1 день. Стоимость 1,5 миллиона. Кстати, где наши бабки? Бабки. Где бабки? А, вот 100 миллионов. Давайте. Так. Сюда, да? Хотите, чтобы я поставил? Так, щелкать на разных пунктах меню и объектах, чтобы знать о них больше. Ваша задача снабжать потребителей товарами, тем самым способствовать росту городов. Но это мы в курсе. Так, ну я сделал, да? Спрос Рудольфинг. 300, 450, 300, 150. То есть за год нам надо производить сколько получается? 300 плюс 300 это 600. 450 это 1050, 1200. Значит, примерно в таком же духе нам и надо. Примерно в таком же духе. Да, вот 1200. Уровень обеспечения города 0, размер 75. Так. Минус 1,5 миллиона. А, вот. Красиво. Так. Секунду. Сейчас кое-что уберу. Это свитчер забыл убрать.
Смотрите, красивенько. Так, поздравляем, вы открыли сельхозферму, теперь вам надо заняться организацией своего первого производства. Производственных линий вы можете задать такие параметры, как время года, которое будет вестись производство, количество производимых товаров и общая эффективность. Мы организуем производственную линию упакованных фруктов. Производство. Здание имеет пересекающееся перекрытие. Это какие? Вот это дорог, что ли? Стоимость строительства. Один, два, три, четыре, 5. Есть. Добавить производство. Неупакованные фрукты выбрать. Так, производственную линию. Можно как-то выбирать, да? 500, 1500, да? Каждый год производилось 1200 единиц. А как я должен выбрать? Как я это сделаю? Зимой, может, не надо производить? Вот выбрать. 3000 тут вообще уже. 1200. Вот так, наверное. Вот. 300. А это типа выбрать круглосуточно. А это типа выбрать когда чего, да? Ну пусть будет так. Применить. Так, производство началось. Так, когда начнется следующий производственный цикл, вы увидите, как зеленая шкала в начале производственной линии станет заполняться. Как только она заполнится целиком, первая партия неупакованных фруктов будет готова к транспортировке. Пока постройте продуктовый магазин для продажи фруктов жителям Рудольфинга. Может найти его во вкладке магазины. Так, магазин, да? Погоди-ка. То есть это надо еще поставить где-то. Стоимость. Я помню раньше, в зависимости от того, куда ты поставишь магазин, да, у тебя как бы спрос увеличивается, уменьшается. Наверное, пофиг куда, да? Наверное, куда-то надо вот так вот, наверное, может. Да. О.
тут вроде бы ничего такого нет. Вот так. Готов продавать. Теперь надо построить автобазу, которая будет обслуживать грузовики. И можно найти на вкладке. Так, автобаза. Так. В любой подходящей зоне. Сюда хотят, чтобы мы сделали. Автобаза построена. Соединить с фермой, продуктовым магазином. Дороги можно найти на одноименной вкладке меню строительства, нажав G. Дорога. Но это, то есть, не дорога. Красиво, смотри, как дороги делаются. А есть как-то... через горы. Но это увеличивает стоимость, точнее сроки. Чё так, чё за... Почему нельзя ровно построить что-то? Обязательно круги какие-то. Изгиб прямая. Вот. О. Есть какой-то вариант? Соединение невозможно. Так, подождите-ка. Ну вот же надо дорога-то. И этот город-то. Как быть так? Ну какой-то должен быть вариант. О, строительство завершен. Вы завершили турок, соединив дорогу ранее построенный сайт. Теперь вы знакомы с основным принципом возведения построек, производства товаров. В следующем уроке, который называется «Простые линии грузовики», мы рассмотрим транспортировку и продажу. Давай. Начало давайте купим 6 грузовиков. Здесь, наверное, да? Вот.
приобрести транспортные средства. Подписать договор на поставку транспортных средств. Отстойник. Это база 1, да, отстойник. Прицеп. Так, цена, стоимость, разгон, скорость. Склад. Давайте вот этих вот возьмем, наверное, маков побольше. Вот. Видите, цена. Тут еще стоимость обслуживания. А, это дорогие. 5600, 3500. Ездят они все одинаково. Давайте, да, как было. Писать. Так, транспортные средства куплены. Есть необходимый парк грузовиков. Транспортные линии будут автоматически задействовать грузовики из отстойника, соединенного с дорожной сетью для перевозки выбранных товаров. Сейчас мы займемся созданием такой линии. Так. Идите на ферму. Станция. Создать простую линию. Так, погрузки для выгрузки. Все линии предназначены для выгрузки товаров, перечислены на вкладке прибытия. Вкладка отправления содержит линии, предназначенные для вывоза товаров с этого объекта в другие места. Так, прибытие, отправление грузовика. Ну, отсюда, правильно? Продукция. Это нам нужно товары. Вот. И меняем. А здесь найти остановку. И тут магазин сюда, да, вот. Продукты, удалить нераспасованные товары. Выбрать нерасфасованные фрукты в качестве груза. Вот так грузовики выехали. Первые грузовики уже везут нерасфасованные фрукты в продуктовый магазин. Да, все я правильно сделал. Блин, ну как-то пока сложновато немножко. В этих табличках. Покажите мне мои грузовички. Где они? Вон они поехали, смотрите-ка. Какие красивенькие. Давайте посмотрим, как они будут ехать. А это что такое вообще? Сельхозфирма 2. Оба, у меня игра вылетела, представляете? Клево. Круто, клево, классно. Так. Я перезапустил игру. Что-то не понял, вроде я сделал все. Дождаться первых продаж. Открыть окно продуктового магазина. Склад. Дождаться доставки фруктов. И чуть видоизменил дорогу. Ждите доставки первой партии фруктов. Она у меня есть.
Что-то я грузовички не вижу. Стойник. Я, по-моему, что-то не так сделал. Так, прибытие грузовика, станция. Сельхозферма. Установки поведения, значит, простая линия автовыбор. Получается, все правильно или нет? Но я не вижу, чтобы меня ехали. По мне никто ничего не... Вот склад. Склад тут нету. Грузовик. Ну, по идее, вот у меня должно быть... Купить. Так. У меня ничего не доставляется. Отстойник расширения. Полки для хранения. Станция. Как бы уже 300, да? Снос, строительство, производственная цепочка, линии, транспортные средства. Вот, что-то я все-таки не запустил. Получается. Так, вот вроде я сделал. Вот они что-то поехали. Так, это получается, вот он едет. Линия дорожная. Так он, получается, двойная загрузка, что ли, или что? Загрузить, выгрузить из сельхозфермы. Нет, это получается вот так. Вот эту вот остановку убрать, применить. А у этого... Вот, это все правильно. Давайте посмотрим, как оно будет. Может, чуть увеличить время. Посмотрим, как оно тут будет загружаться. Что, загруженный? Ну, получается, они должны вести. Вот они, вторые. Так я не вижу, что они что-то везут. Количество груза 0 бесконечности. Так. Какие товары хранятся в этом здании? Откройте вкладку «Склад», чтобы... Склад. Пока ничего не хранится. Но, по-моему, ничего не везет. У меня такое ощущение.
Что, какой-то пустой приехал. Не, он что-то выгрузил. Дождаться доставки фруктов. Вот, пусто. А, вон что-то везут. Вот они. Вот. Все, вот есть. Ну, сколько у нас? Продажи. 30 уже продали. Подождите, покажите. Рудольф Куп недавно доставлен фрукты в продуктовом магазине. Надо, чтобы они сотен купили. Так, а что тут с фермой? А, тут нет ничего, да? Соответственно, эти все стоят вот здесь. Грузовички наши. Так, эти пока покупают. Сколько у нас тут? Вот он потихонечку уменьшается. Прочность. Свежесть. Так, урок 2. Простые линии завершен. Получили свой первый доход. Следующий урок. Давай. Будем перерабатывать товар, транспортировать их по железной дороге и продавать. Строительство лесозаготовительного пункта. Ой, а куда это там было? И где я должен... Ой, сюда, нифига себе. Так, лесозаготовительный пункт готов к работе, теперь надо запустить производство. Произведем 2000 единиц древесины, потом займемся строительством лесопилки. Производство. А, тут никаких нет, значит. Сколько нам надо? 3. Требует 3 леса вокруг лесозаготовительного пункта. Ну вот 3, да? Добавить производство. Древесина. Сколько нам надо? Там, по-моему, 2000 надо, да? Да, применяем. Построить лесопилку. А, вот здесь предлагают. Так, лесопилка построена. Теперь надо организовать производство древесных опилок. Поскольку из одной единицы древесины получается одна единица древесных опилок, если нужно указать такой же годовой объем производства, как и для древесины на лесозаготовительном пункте. Тоже 4000, да? Это производство для лесных опилок. Добавить новую производственную линию. Для лесопилки выведение производства древесных опилок. Тут получается или где?
Зона не соответствует требованиям, элемент слишком далеко от промзоны. Тут что ли? Нет. Не здесь получается. Тут что ли? Производство. А чё, ничего нету? Зона не соответствует требованиям, и элемент слишком далеко от промзоны. А где я её могу поставить-то? Лесопилка, а это лесозаготовительный пункт. Ну, это лесозаготовительный пункт, а это лесопилка. Ну, значит, здесь нужна производственная линия. Тут производство, вот. Доски, опилки. Выбрать. А тут 4000 получается выбрать, да? Или 2000 достаточно? Так, производственная линия готова. Поезду, как и грузовику, в конце маршрута надо вернуться в отстойник. В отличие от грузовиков, поезда не могут проходить крутые повороты, так что при прокладке пути нам надо заранее продумать месте для стрелок и плавных изгибов. Так. Строительство, железная дорога. ЖД-депо. Что, в лесу, что ли, делаем? А я уже могу ее как-то поменять или мне пофиг вообще? Писали здесь. Все остановки линий. Все новые здания соединяют железнодорожными путями. Железная дорога. Резкий изгиб. Прямая. Блин, а как? А, я что-то не подумал, да? Ладно. У нас денег до хера. А, это вот он, туда-сюда, да? То есть вот это я зря сделал, получается.
Давайте вот так вот сделаем. И вот так вот сделаем. Вот. Поздравляю, теперь осталось купить поезда. Так же, как и с грузовиками. После этого мы продолжаем все необходимые маршруты для доставки древесных опилок. Хозяйственный магазин, размещенный рядом с продуктовым. Так, значит, подписать договор на поставку поездов. Транспортные средства купить. Стойник ЖД депо. Тип. Сколько нам надо? 1. Писать. Когда у вас есть все необходимые транспортные средства, надо положить 2 оставшиеся линии через лесопилку. 2 оставшиеся линии через лесопилку. Нам нужен поезд, который представляет древесину, грузовик для вывоза древесных опилок. Как только первая партия опилок поступит в ход смоги, который будет завершен. Так, создать транспортную линию, да? Станция управления. Управление поезда отсюда. Нам нужно взять древесину, правильно? Древесина. А он приедет по сюда. Применяем. Есть для древесных опилок. Магазин оборудования. Станция. Значит, управление грузовика. Так, отправление грузовика. Древесные опилки. Что-то я не то сделал. Прийти место назначения. Транспортная линия для древесных опилок. Поезд уже поехал. Станция. Станция отправления. Отправление грузовика. Выбрать груз, опилки. Так, лесопилка. Значит, станция. Отправление. Значит, лесопилка нужна древесной опилки, правильно? Да. И мы идем в магазин оборудования.
Добавить остановку сюда. Применить. Что-то автовыбор, автобаза. Древесные опилки, древесные опилки. Но он же явно не в продуктах, правильно? Продажа. Продукт пшеницы. Вот, деревянные доски, древесные опилки. Так, что у меня тут теперь? Дорога. А, мне надо сейчас соединить дорогу. Вот так получается. Соединить дорогу, дождаться доставки древесных опилок. Ну, получается тут все, да? Где хоть один поезд? Склад 500 уже есть. А чё поезд не едет? Транспортное средство. А где он у меня? Стоит. Продать. Транспортная линия, ну, она мне сделана. А что не так? Ну, он уже должен отсюда, по идее, выехать. Тут я поезд не вижу. Что с древесиной? 500. Транспортное средство. Назначенная линия. Почему-то не назначенная линия. Прибытие. Да, получается. Так. Древесина. Все или не все? Лесозаготовительный пункт, лесопилка. Так, я что-то не пойму. Предотвращение переполнения складов пункта назначения. Лесозаготовительный пункт. Ну и чё? Простая линия. Ну все у меня есть, по идее. Чё поезд не едет?
А как ты так построил, интересно? Как вот здесь вот должно все это быть? Он тут будет стоять, что ли? Дождитесь доставки первой партии древесных опилок. Нет, у меня, короче, вот поезд не едет. Это я вот вижу, что поезд не едет. Что-то не то. Компания транспортных средств линии. Линия дорожная, линия дорожная. Для заготовительный пункт лесопилка. Наоборот, может, надо. Вот так, наверное. Это лесозаготовительный пункт. В лесопилку. С лесозаготовительного пункта на лесопилку. Нет. Вот он выехал только, получается. Вот он только, получается, выехал. Давай это быстрее ехай. А чё в тот раз, что-то в тот раз не так пошло? Ну вот, сейчас загрузится. Так, о, погнал. А чё он только 5 единиц, у меня 8. А склад только 500, да? Склад. 6000. Что он отвез? Вот отвез. Так, стопэ. Вторая линия. Дорожная. С лесопилки на оборудование. Это база. С лесопилки, древесные опилки. Ну и чё никто не едет? Сюда просто машина едет. Древесные опилки. Добавить установку. Че, поехал кто-нибудь? Нет? Зима уже пришла. У меня еще никто так и не едет. Грузовик автоназначения. Модернизация. Подожди-ка, а чё нету линий? Я что-то с этими линиями никак не пойму.
поезд у меня уже он за второй поехал, да? Да, он уже вторую везет. А тут что-то нету. Станция. Прибытие, лесозаготовительный пункт. Управление. Тут, наверное, надо убрать. Утвердить. Пункт. Вот. Количество. Я не понимаю, где количество-то. Древесные опилки. Может быть, тут нет производства? Не, он что-то есть. Что-то он производит. Станция прибытия, отправления. Ну вот, по идее, отправление вот по дороге. Оборудование. Что такое? А, это просто работает. Так, станция тут. Прибытие. Ну и чё? Я не пойму, а что не так-то? Почему никто не едет? Ох. О, у меня походу, вон, смотрите, машина выехала. А чё это он только выехал-то? Только сейчас выехал. А, вот, наконец-то у меня начались опилки. Вместимость 200. Вот, наконец, сейчас что-то мне тут погрузится, наверное. Так, взял, поехал. Хорошо. Где-то какая-нибудь галочка не проставлена, наверное. Тут же еще такие тонкости, что надо либо дождаться полной загрузки, либо привести часть. То есть тут вот надо так очень тоненько все настраивать. Так, вот они сейчас приедут. Ага, завершен. Следующий урок. Погнали. Добро пожаловать на 4-й урок. На этом уроке мы займемся настройкой производственных линий. Для начала давайте перейдем на задание, добавим поле для выращивания пшеницы. Строительство. Пищевой комбинат. Сельхозферма. Вот. Сельхозферма. Блин, а можно ее как-нибудь поменять, покрутить-то? Где ее можно покрутить? Явно как-то ж по-другому ее можно крутить. Во, я нашел. Давайте раз дорожечку к ней выставим. Прямая.
Ну так пускай будет. Но производственная линия сельскохозяйственной ферме для выпуска пшеницы. Производство. Один. Сколько надо? А. Пять. Производство. Пшеница выбрать. Сколько надо? Давай 4000. Все, посеяли, да? Создать транспортную линию для пшеницы. Сельскохозяйственный фермный пищевой комбинат. А где у нас пищевой комбинат? Вот. Отправление грузовика. Пшеница. Добавить остановку. Пищевой комбинат. Применяем. Так, древесин также требуются бумажные фабрики. Сколько нам нужно? 3000 единиц древесин для опилок. Еще 3000 для картонных коробок. Требуется увеличить объемы производства до 6000 единиц. После этого мы организуем еще одну транспортную линию для доставки древесины на трастную бумажную фабрику. Так, увеличить объем производства до 6000 единиц. Окей, значит, объем производства древесины. А как я могу ее изменить? Вот так, да? 6000. Применяем. И станция. На бумажную фабрику древесин с лесозаготовительного пункта. С лесозаготовки на бумажную фабрику еще. С лесозаготовительный пункт на бумажную фабрику. Значит, отправление. Поезд. Отсюда. Древесина. Где бумажная фабрика? Сюда, что ли? Бумажная фабрика. Добавить установку бумажная фабрика. А где написано, сколько я должен брать? Так, вторая линия настроена. Теперь древесина должна попеременно доставляться 2 разных пункта назначения. Добавить мне, что поезд с ней действительно приедет на бумажную фабрику. Завершим урок. С ней действительно приедет на бумажную фабрику. Завершим урок. А мы же можем еще один поезд сделать, правильно? Где он, кстати, у нас поезд наш? Куда едет?
Это сейчас заготовить лесопилку. Давай еще один поезд с лесозаготовительного пункта. Вот. Один только едет. 125 единиц. Не пойму, а почему поезд не едет? Там же можно как-то указывать там количество поездов. Движение цели доставки его содержимого склада. Найти остановку, брать остановку. Древесину загрузить. Ну вот он сейчас везет куда его? В лесозаготовительный пункт он везет. Я не понимаю, почему. $3000 в год. Тут ничего нет вообще. $6000 в год. Вот он повез, он нас это убрал, а тут что получается? Бумажная фабрика, пищевой комбинат, управление пищевой комбинат. А что он отправляет? Картон. Фабрика, подожди-ка. Картонный пищевой комбинат. Ожидание доставки древесины на бумажную фабрику. Ну, куда поедет? Наверное, пока нельзя другие поезда как-то делать. Вот он, что-то он не полностью загрузился-то. Вот он опять сюда поехал. Видите, да? Вот он уехал. Вот второй уехал. Это тоже, наверное, поедет. Вот, подождите-ка. Где этот поезд? Вместимость 1500. Тут где должно быть, чтобы полную загрузку. Шины тип транспорта. Это выбор. Что это такое вообще? Зима. Смена. Загрузить. Установки поведения. Достижение цели по доставке к концу года.
кратчайшие сроки. Доставка всего содержимого склада. Может, вот так-то надо? Я пока что-то не очень понимаю. Давай ты ехай уже быстрее своими этими. Сейчас должен, по идее, сюда вот. Не, он опять сюда повез. Подожди, а хер ли ты? Еще 62 количество груза. Бумажную фабрику. Поезд 2. Лесозаготовительный пункт. Лесопилка. А ты? Лесозаготовительный пункт, не лесопилка, а... Пускай будет бумажная фабрика. Так, применяем. По идее, вот так. Давай быстрей. Он ничего же не взял, получается, так? Поехал порожняком. Но он сейчас заедет сюда. Вот, он заехал. И он ничего не привез. Не привез почему? Потому что вот это ни хрена не производит ничего. Производит за квартал 1500. Это не надо, чтобы он на этот... Склад 1125. Ну, по идее, поезд должен выехать уже. А он что-то не едет. По идее, я могу каждому здесь назначить... Поезд 1. Я не пойму, а что не так-то? Дождаться выбора древесины. Ну, это поначалу такая вот штука, да? Так, склад. Ну, тут ничего вообще нет. Потому что древесину никто не привез. Отправляем бумажную фабрику, бумажную фабрику. Ну и тут на бумажную фабрику, это на бумажную фабрику. Отправляется. Производится. Вообще использование вместимость примерно стоимость перегрузки. А что тут 375 ведра. Обработка древесины. Ну, я не пойму, а что никто не едет? Вот они тут заготовили.
Что с поездами-то? Он должен ехать. Ну, этот едет, допустим. Те тоже едут. Вот отсюда что-то никто не едет. Прибытие в пищевой комбинат. Жпо. Че никто не едет? Кратчайшие сроки. Доставка всего содержимого склада. Ну, а что с поездами-то? Почему никто не едет? Заготовительный пункт. Бумажная фабрика. Давай еще раз. Слез заготовительного пункта. Древесина. Добавить остановку. Бумажную фабрику применить. И чё? Бумажная фабрика прибытия. Не запланировано. Остановки поведения. А почему не запланировано? Нужен картон, а картона нет. Вот, что тут горит? Склад переполнен. Ну, понятное дело. Потому что никто не едет. Потому что у нас поезда ни хрена не работают. Транспортные средства. А почему им нельзя линию назначить? Продать. Что тут? Контракта. Ну, смотрите, у него нет назначенной линии ни одного поезда. Линия автоназначения. Почему автоназначение? Почему я не могу? Вот 4-й поезд, да? 3-й. Тоже нет назначенной линии. Поезд номер 2. Назначенной линии нет. Поезд номер 1. Тоже назначенной линии нет. А почему? Там склад переполнен. А что не так-то? Ошибки. Ставка товаров не запланирована. Завершенный тип транспорта. Выбрать все. Ну. Товар не будет загружаться или выгружаться. Почему?
Применяем. Древесин, существует пшеница, картон. Существует древесина. Атмосфера переполнена, строительный пункт 1 переполнен. А почему мне тут переполнено? Что, машин не ездит, что ли? Машин вроде ездит. Тут товар есть. Пилки. Пилки продаются. Почему только вот здесь? Я не понимаю, что тут не так. Что с поездами? Вот я не понимаю, что с поездами не так, почему они не едут? Создать линии, купить транспортные средства. Транспортные средства 5, обслуживаемая линия 1. Обслуживаемая линия 1. Почему одна линия-то? Щелкать по разным пунктам. Так, это переполнено. У меня поставка товаров не запланирована. Вот так, наверное. Нет. Здесь вот так. Опять не то. Весна. Выбрать все. Специально определить, сколько продукции должно быть перевезено между остановками. А тут $6000. И тут минус 6000. Нет, тут тогда 3000. 3000. Вот. Применяем. Вот, кто-то поехал. Смотри. Значит, дело в линиях получается.
Автоматически. Загрузить автоматически. Вот. Выгрузить все. Вот. Там просто короче, я понял. Там вот эту вот галочку нужно было снять. Сейчас они тут все отсюда увезут. Ты должен быть полный сейчас. Оп. Ну почти. Куда ты едешь? Для заготовительный пункт. Вот. Все, погнал. Все, наконец, сейчас ты... Так, производство клиник завершено. Что-то о таких тонкостях никто не говорит. Ну или я пропустил. Мы рассмотрим меню линий, доступных в нем параметров. У нас уже возведены все постройки. Проложен линию, кое-что сделано неправильно. Давайте рассмотрим линию 1. Что у нас? На станции пища малая 2. Товары только хранятся, но не выгружаются. Символ означает погрузку, символ хранения, а символ выгрузку. Вот. Также есть кнопка, позволяющая полностью разгрузить этот объект. Давайте выберем для выгрузки станции пищи мало 2 единицы того, чтобы они распределились между двумя магазинами. Загрузить, выгрузить, выгрузить. Две единицы. А как я тут могу? Как я могу здесь управлять этим? Отвергнуть. Линия 1. Не разгружать. Выгрузить. Изменить путевые точки, добавить остановку. Выгрузить все. Не разгружать. Загрузить, выгрузить. А почему это вот автоматически? Загрузить, выгрузить. А сколько я должен? Ну и чё? С тех пор, пока не... Путевые точки, добавить остановку. Ну вот тут только 2 единицы получается надо, а здесь все остальное. Тут автоматически. А как я это должен менять-то? Выгрузить. Кратчайшие сроки. 2 единицы товара, да?
Вот так. Все получается. Загрузить. Две единицы товара. А тут выгрузить. И вот так, по-моему, должно быть. Нет? Так, да, линия 1 успешно исправлена. Теперь товар распределяется между двумя продуктовыми магазинами. Местные жители могут ходить в них за покупками. В хозяйственном магазине тоже что-то не так. Давайте посмотрим. Хозмагазин. Склад. Пользуя функцией предотвращения переполнения. Мы произвели слишком много древесных опилок. Только заполним склады. Чтобы предотвратить проблемы в будущем, можно использовать функцию предотвращения переполнения. Сам включен, магазин будет снабжаться только в том случае, если на его складе есть место. Так, отлично, теперь доставка товара будет осуществляться только в том случае, если на складе есть место. Посмотрим ЖД-линии, связанные с древесиной. Давайте сравним маршрут. Для этого нам надо закрепить окно, переместив его и щелкнув на кнопке «Закрепить». Включить параметр доставка всего. И по необходимости изменить расположение окон. Для этого щелкнуть на рамке окна и пускай кнопку мыши переместить курсор. Для обоих маршрутов включен параметр доставка всего, с чего продукция распределяется поровну между ними. Однако для бумажной фабрики нам нужно 6000 единиц древесины, а для лесопилки только 3000. Чтобы исправить эту ошибку, мы отключим параметр доставка всего. Потом установим значение 3000 для маршрута и 1 и 6000 для маршрута 2. Доставка всего. Так. А где тут доставка всего? Должны линия 1, 3000 древесины. Вот, тут 3000. Применяем. А тут тоже брать, тут 6000. Вот так. Все. Выходит, что не так с нашей линией для перевозки пшеницы. Хотя здесь совершенно правильно выбран режим календаря, не позволяющий грузовикам вывести всю продукцию сразу, распределяющий поставки по всему году. Указанный объем транспортировки не соответствует объему производства 12 тысяч. Простите, это ошибку за значение 12 тысяч, подтвердив изменения. Так, указанный объем транспортировки не соответствует объему производства. Транспортировки. Тут 12 тысяч единиц в год, подтвердите ввод. 12 тысяч. Замечательно. Как изменить транспортные линии, чтобы правильно обрабатывать товар на станции, автоматически распределять все товары, предотвращать переполнение складов, осуществлять поставки в нужных объемах, отправлять транспорт в течение всего года. Что, все получается? Ну, а что мне надо сделать теперь? Ну, знаю я и что. Что теперь-то?
Увеличить скорость надо. Склад переполнен, да? Производство линии. Недостаточно исходных товаров для достижения квоты. Короче, мне надо, наверное, все ошибки туда исправить. Исходных товаров. Картон. Пшеница. Что мы производим? 2 пшеницы плюс 1 равно. Что это такое вообще? Производится пищевой комбинат. Картон. Короче, мне тут надо исправить все, да, получается? Прибыль идет. Достаточно исходных товаров. Древесины недостаточно. Производство 6000 и 3000. Вот переполнен. Ну, это получается все тогда. Они сейчас постепенно сами должны все выправиться, правильно? Отвез. Древесина. Склад. Картон. Производится в бумажной фабрике. Ну, это нужно просто самому, как сказать, здесь нужно самому помнить, сколько ты изготавливаешь относительно спроса. Ну, тут, по идее, должен быть спрос. Тут вот. А где у нас вот продажи? Текущий год 1263. Ну, сколько заработок? Ну, заработок есть.
Картон. Ну, получается, все, вот, все у меня тут наладилось. Разве нет? А, нет, какая-то соответствующий товар, древесина. Ты везешь его? Че поезд не едет за древесиной? Путь к лесопилка 1 не найден. Это как? Что такое-то вообще? Что случилось-то? Хм, интересно. Производственная линия отсутствует. Тут склад переполнен. Ну все получается. Что мне дальше делать? Видимость зоны. Но у меня никаких заданий нет. ВСД. Ага. Заданий у меня нет никаких. Ну и что получается мне делать сейчас? Тут, по идее, должна быть компания, а у меня пока только. Так, ладно, ребятки. На сегодня все с этой игрой. Не забываем подписываться на канал. Да, это было прохождение Industry Giant 4.0. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Следите за обновлением канала в социальных сетях. Ссылочки есть в описании. Также в описании есть ссылка на донат. Можете поддержать канал на любую сумму. Кому нравится мои прохождения. В группе ВКонтакте у нас постоянно проходит конкурс, где можете получить компьютерные игры на свой игровой аккаунт. На сегодня все. Всем пока. До будущих стримов, друзья.